Без прошлого нет будущего. Как точно заметила героиня нашего любимого фильма «17 мгновений весны». Чтобы двигаться вперед, мы обязаны дать в том числе правовую оценку многим событиям прошлого. Вот простая юридическая развилка. Она, надо сказать, весьма интересно обсуждалась на форуме, и это только начало дискуссии. Очевидно, она продолжится. Многие западные дипломаты утверждают, что Россия и другие страны, которые возникли после распада СССР, признаны суверенными государствами в их действующих границах, и что суверенитет и территориальную целостность этих государств нарушать никак нельзя. Это продвигают дипломаты Германии, это продвигают дипломаты Соединенных Штатов. Вот как они, интересно, так сказать, своим фантомным международным правом распоряжаются. А кто сказал, что именно после фактического развала СССР нельзя менять границы суверенных государств? А как же Югославия, которую они разбомбили, и бомбили, по-моему, 90 дней? Юридическое присоединение ГДР к Западной Германии. С нашего разрешения это произошло в 90-м году. Но экономическое поглощение продолжалось после развала СССР. В 1993 году свои границы поменяла Чехословакия путем разделения на Чехию и Словакию. В 90-е под свой контроль вернули свои территории, которые долгое время находились под оккупацией, китайские партнеры, запустив таким образом новый этап деколонизации исконно китайских земель. В 1997 году Британия вернула Гонконг Китаю, а в 1999 году Португалия вернула Макао. То есть, вообще-то, это практика, которая имеет прецеденты по прецедентному английскому праву. То есть, это нормальная современная практика деколонизации территорий и их возврат. Сейчас такую же, значит, практику мы видим и у африканских стран. Интересно и другое. Об этом также была любопытная дискуссия на форуме. СССР ведь юридически где-то существует и продолжает существовать. Так давно, еще с 90-х годов, говорят специалисты по конституционному праву, в том числе стран Запада, и Франции, и США. А почему они так говорят? Они говорят так, потому что была нарушена процедура так называемого распуска СССР. Если съезд народных депутатов, он же съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическая была нарушена процедура, то, получается, юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. И уж совершенно странным с правовой точки зрения выглядит Беловежское мероприятие, случившееся 8 декабря 1991 года, аккурат накануне подписания нового союзного договора. Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще не в их компетенции. Но если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис – это внутренний процесс. Обсуждение данной ситуации благодаря Петербургскому международному юридическому форуму, на котором мы с вами сейчас принимаем участие, уже началось. И пусть этому дадут правовую оценку специалисты по конституционному праву. Развалу СССР нужна правовая оценка. Она поможет разобраться и в событиях сегодняшнего дня. Пока мы не поставим точку и не определимся с правовой точки зрения, а что такое развал, ликвидация, значит, СССР, у нас эти проблемы будут возникать.